Alcatraz has one guard for every 3 inmates. The prisoners spend some 14 hours a day in cells 5 feet wide, 9 feet deep. More than a dozen men have tried to escape from the rock. None have made it. С 1850 года постройка на острове, расположенном посреди залива Сан-Франциско, исполняла функции военно-морской крепости. Ближе к 1860 годам сюда стали привозить военных заключенных. Они содержались в условиях строгой изоляции, выполняя тяжелые физические работы. Военный комплекс армия США построила в этих краях уже в 1910-х годах. В 1933 году остров в проливе перешел под управление Министерства юстиции США, которое модернизировало старую постройку, усилило охрану и превратило крепость в тюрьму строгого режима. Место для такого учреждения было просто идеальным. Бежать из Алькатраса с заключенным было некуда, а сам остров окружен водой с сильными течениями залива Сан-Франциско. Именно поэтому сюда стали свозить самых серьезных преступников, склонных к побегу. Долгое время Алькатрас считался самой охраняемой тюрьмой США. Все попытки заключенных покинуть учреждение были тщетны. Беглецы попадали в руки охраны, или тонули в водах залива, или были расстреляны. Однако статуса самой неприступной тюрьмы США учреждение лишилось спустя почти 30 лет своего существования. В 1962 году 3 заключенных все же смогли незаметно сбежать из своих камер. К своему дерзкому побегу заключенные начали готовиться задолго до самого события. Разработкой плана в конце 1961 года занялся Фрэнк Моррис, рецидивист, у которого по данным The New York Times IQ составлял 133 балла, что выше, чем у 98% населения. Мужчина привлек к своей разработке братьев Энглинов, известных грабителей, и Алана Уэста, угонщика автомобилей из Нью-Йорка. Прежде чем осуществить сам побег, в течение полугода с помощью украденных ложек и импровизированной дрели, сделанной из двигателя сломанного пылесоса, мужчины постепенно расширяли вентиляционные каналы в своих камерах. Все шумные работы проводились во время так называемого музыкального часа, когда Фрэнку Моррису разрешалось играть на аккордеоне. После они скрывали все проделанные отверстия картоном, который был окрашен под цвет стен в их камерах. Таким образом, через время у заключенных появился доступ к хозяйственному туннелю за камерами, который никто не охранял. По этой дороге мужчины пробирались на верхний пустующий этаж. Там Фрэнк Моррис, братья Энглины и Алан Уэст из 50 украденных дождевиков соорудили самодельный надувной плот. Постройкой плота мужчины занимались по ночам, а чтобы их отсутствие никто не заметил, клали на свои подушки качественно сделанные из папье-маше головы. Такие поделки были настоящими произведениями искусства. Выглядели они крайне убедительно, а сделаны были из мыла, туалетной бумаги и волос, украденных с пола тюремной парикмахерской. Вечером 10 июня 1962 года побег был полностью готов, и 3 заключенных вылезли из своих камер и направились в туннель, предварительно положив на свои койки куклы, накрыв их одеялами и поместив на подушки муляжи голов. Алану Уэсту не повезло. Он не смог снять решетку, закрывающую вентиляционную шахту, застрявшую в отверстии, поэтому остальные бежали без него. Из туннеля, воспользовавшись сетью труб, они выбрались на крышу, а затем спустились по водостоку. Далее преодолели 2 забора из колючей проволоки высотой 3,5 метра и спустились по скале на пляж. Выйдя к берегу, беглецы надули плот с помощью музыкального инструмента, маленькой гармошки, известной как концертина, и примерно в 22:00 отплыли от берега. Утром, примерно через 8 часов после побега, один из надзирателей, заметив, что Моррис не поднимается с койки, похлопал его голову по щеке, чтобы разбудить. Увидев, что голова лежит отдельно от остального тела, надзиратель отскочил с криком: «Боже, ему отрезали голову!».
Позже, когда все поняли, что к чему, была объявлена тревога, и через несколько часов агенты ФБР стали прочесывать берег острова и воды залива. Им помогали береговая охрана, военные и местная полиция, однако никаких следов беглецов найдено не было. Обыск камер сбежавших позволил понять, как именно им удалось сбежать. Через 2 дня после побега недалеко от острова Ангела был найден водонепроницаемый пакет, в котором были газетные вырезки, телефонная книга, деньги и семейные фотографии, принадлежавшие одному из братьев Энглинов. Также был обнаружен самодельный спасательный жилет с заметными следами зубов у клапана, что дало основание думать, что зажим не был герметичным и пловцу трудно было держаться на поверхности воды. Алан Уэст, которому не удалось сбежать вместе с остальными, дал несколько интервью журналистам. Вероятно, между ним и тюремными властями была заключена некая сделка, так как он предоставил полную информацию о плане побега, и ему не была вменена попытка побега из Алькатраса. По словам Уэста, беглецы собирались совершить неожиданный ход, переплыть на остров Ангела в 3 километрах к северу от Алькатраса, а потом перебраться на Большую Землю и угнать автомобиль. Если бы сбежавшие поплыли к острову Ангела, им пришлось бы бороться с течением, которое было в 2 раза сильнее, чем если бы они плыли на юг. Сообщений об угнанных автомобилях в полицию не поступало. Также никогда не поступало никаких сообщений и о новых преступлениях беглецов. В феврале 1963 года Алан Уэст был переведен в федеральную тюрьму на материке, где и дожидался окончания своего тюремного срока. Уже 21 марта 1963 года тюрьма Алькатрас была закрыта из-за слишком больших расходов на содержание заключенных, так как все необходимое приходилось доставлять на маленький остров с материка. После долгих поисков и расследований ФБР так и не смогло выйти на след Морриса и братьев Энглин, из-за чего следователи сделали вывод, что преступники просто утонули в заливе. При этом найти останки мужчин в водах рядом с Алькатрасом или островом Ангела так и не удалось, из-за чего многие эксперты не соглашаются с выводом бюро и считают, что попытка сбежать из тюрьмы для мужчин все же увенчалась успехом. В пользу версии об успешном побеге говорит то, что братья Энглины были родом из болотистой Флориды, где лес затапливается морем во время приливов, поэтому они знали, как строить плоты, управляться с течением и сами были хорошими пловцами. Кроме того, мама Энглинов в течение нескольких лет после побега получала в подарок цветы от неизвестного. В 1973 году мама братьев умерла, и согласно сообщению, ее похороны посетили 2 мужчин, переодетых в женщин. В 2013 году появился человек, выдававший себя за Джона Энглина. Мужчина отправил в полицию Сан-Франциско письмо, в котором утверждал, что ночью с 10 на 11 июня 1962 года 3 мужчин успешно сбежали из Алькатраса и остались в живых. Неизвестный также написал, что Фрэнк Моррис и Кларенс Энглин умерли в 2005 и 2008 годах, а сам он страдает от рака, поэтому готов сдаться ФБР в обмен на лечение. Однако бюро расследований так и не смогло выйти на переговоры с анонимным отправителем. Официально Моррис и братья Энглины числятся пропавшими без вести. Ордера на их арест истекут лишь после того, как им исполнится по 100 лет, и до этого времени розыск беглецов тюрьмы Алькатрас формально продолжается. Также в 1979 году по мотивам этого побега был снят фильм «Побег из Алькатраса». Спасибо за просмотр видео, ставь лайк, если было интересно, и подписывайся на канал, впереди нас ждет много интересного.